Амаралкин, мой профессор, в ответ на мои восторги по поводу выставки Фешина в Академии сказал, что Фешин слишком виртуозничает, и этим надо переболеть. Я помню, что в 90-е он сам и не один болел Фешиным, чтобы снова вернуться к реализму. Ну, это он говорит, нужно переболеть, чтобы снова вернуться к реализму. Представляю, если бы кто-нибудь сказал нечто подобное Паганини, например, ты слишком виртуозничаешь, тебе надо переболеть этим, и у тебя появится больше слушателей. Ну, вполне возможно. Кстати, ведь шансон, к моему удивлению, ну, когда показывают, я просто не смотрю телевизор много уже лет, но где-то бываю там, целые залы собирают. Простая музыка такая, блатняк такой. Это ни в коем случае, что я наезжаю на реализм. Нет, нет, нет. Можно и Фешина назвать реалистом. Ну, как течение такое, да. Ну, никто же даже не определял, к какому, на какую полку картину его положить. Они просто есть и восторгаются ими. Те, кто восторгается. То есть есть просто категория людей, которые, ну, я условно, очень условно, от реалистических полотен, я не знаю, ну, Шишкина, например, просто вот, ну, замирает в сердце и все. Вот. Они проходят мимо, ну, виртуозных работ Фешина, уверяю вас. Потому что просто это, ну, коридор отношений такой выстроен у человека, вот с Шишкиным, например, или с Фешиным. Я пока что не могу себе представить, как можно переболеть виртуозностью, чего бы ни было, я не знаю, ну, стихотворений, например, хайку, да. То есть я переболел вот этими там 5 строчками, там, да, условно говоря, и камень с души, начал опять сочинять ямбы и хореи, ну, как по реалистическим таким лекалам, когда ты пришел, я пришел, и тебе, и мне хорошо. Я пока что не встречал ни одного профессора, который нечто подобное сказал, что виртуозность в живописи, вот этим надо переболеть. Ну, может быть. Или блюдо какое-нибудь с мудреным названием, очень вкусное. Вот этим надо переболеть. Лучше овсяночку, капусточку, картошку. Опять же, я не против простоты, я к ней стремлюсь. Известная же вот эта байка, что один музыкант играет там, ну, короче, быстро, 64-ми, 128-ми, а другой сидит, улыбается, типа, он еще ищет, а я уже нашел, и бум, по одной струне, бдым, он уже нашел. Да, это очень завораживает, простота в музыке меня лично очень сильно завораживает. Ну, как и виртуозно. Это тоже может быть виртуозное, простое исполнение. Друзья, пусть будут разные цветы в нашем ботаническом саду. И виртуозные, со всякими бутонами, и простые, я не знаю, ромашка. Ну вот Амаралкин, если вы идете в гости к любимой девушке, например, наверное, вы купите виртуозные цветы все-таки, более сложной архитектуры. Или все-таки ограничитесь, я не знаю, одуванчиками или цикорием. Друзья, помощь зала требуется. Прошу включиться, мне нужна помощь разобраться с этим вопросом. User ID. Неплохо. Но я бы дерево послабее по тону сделал. На 1/2. Это вот об этой работе, о натюрморте. Чай на природе вкуснее, я его назвал. Ну так и делайте. Какие проблемы? Это все о том, что нет одного решения. Делайте послабее, посильнее. Играйте в эту игру. Мне нравится играть так, как я играю, так, как я умею. И 100 раз говорил и говорю, что нет одного решения. В этом многообразии решений, ну, вся красота живописи. И это заводит и заставляет тебя там утром брать ни свет ни заря кисточку и быстрее что-то там решать. И коли так, если это допустить, если с этим согласиться, то руки развязаны, и ты не стремишься к какому-то определенному результату, который там в голове или в эскизе. Ты свободен, просто есть
как бы направление. А куда ты пойдешь? Может быть, ты пройдешь, я не знаю, 3 шага, и тебе будет очень хорошо, потому что, ну, там, запахи, воздух, человек встретился. А может, ты 10 километров пройдешь. Ну, я имею в виду, сколько ты будешь работать над этим сюжетом, мотивом, над этой картиной. Как Матисс взял, провел какую-то линию, поставил, по пятну разбил, и все. Много не надо. Но это от нас зависит, что в данный момент, какой импульс в нас зазвучит сильнее, и когда мы решим остановиться. Главное, чтобы мы знали, что мы можем остановиться раньше, и мы можем пройти дальний путь, дорогу, позже остановиться. И в любом случае будет достойная работа, просто разные решения. Юзер Ви. Здравствуйте, Вячеслав. Как вы понимаете, виртуозность. Вот на эту тему, да, опять. О простоте. Я недавно как-то говорил эту фразу, на которую не так давно натолкнулся. Экзюпери. То есть совершенство достигается не тогда, когда нечего добавить, а когда нечего отнять. Сложная, может быть, фраза для понимания, но поразмышляйте. То есть уже столько ты там наговорил с 3 короба в этой картине, что уже добавить нечего. То есть слишком много рассказано, слишком, все разжевано, уже это ели. Более совершенный по Экзюпери человек, художник, условно говоря, ну вообще, творческий человек, тот, который намек ценит больше, чем длительный рассказ, там, роман. А намек в отношениях — это может быть просто взгляд, слов не нужно. Так что виртуозность для меня — это то, когда нечего отнять. Все так согласовано, вот все на своих местах, и все, нечего отнять. Все уже отнято, упрощено, где можно. Может показаться странным то, что я скажу сейчас, что путь к виртуозной живописи лежит через рисунок, через знание перспективы, через умение рисовать трехмерный объем, простые объемы в пространстве. Потому что сложные объемы, там, да, это все равно набор простых, соединенные вместе. Я часто, просто постоянно вижу неплохую живопись, но отсутствие рисунка, и это все рассыпается. Это все равно, что взять, я не знаю, котлету и пронести мимо рта. Вкусная, но не насытишься. Поэтому предлагаю рисунком заниматься серьезно и всегда. Я вожу с собой в поездки, куда бы я ни отправился, даже ненадолго. У меня есть блокнот и перо. Там, акварельку даже беру с собой. В конце ролика покажу наброски, которые я делал в недавней поездке в Тулу. Друзья, со 2 июля по 7 июля будет класс в Провансе. Еще есть немного свободных мест. Так что пишите мне в WhatsApp или оставляйте заявку на сайте. На сайте выложена программа, где мы будем писать, что мы будем писать. Включайтесь в команду. Света Маяк. Понравился индеец ваш. А где поймал индейца раздетого? Мимо пробегал. Да нет, это натурщик, Андрей его зовут. Он покупал и покупает, по-моему, различные костюмы, такие аутентичные. И вот в одном из них, значит, позировал, я его писал. Ну, мне вообще хотелось написать давно образ силы. Такой мужской аспект, когда маг может все, но он спокоен, и его главная магия — наблюдать мир, не менять его, а самому стать принимающим, ну как водоросль, гибким, плавным, текучим. Ну, такой образ мне захотелось сделать, то есть человек — образец силы, да, такой спокойной силы.
Не забывайте отметиться в журнале, делитесь с друзьями, если нравится то, что здесь происходит. Нажимайте кнопку «Нравится», задавайте вопросы, комментируйте. После этого видео будет прямая ссылка на ролик, где я пишу натюрморт. Посмотрите, если это интересно, и там тоже отметьтесь, пожалуйста. Ну, пока.